Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию большой сумки из трикотажной пряжи Лагуна. По размеру сумка получается диаметром 31 сантиметр и глубиной 12 сантиметров. Длина ремешка 80 сантиметров. На этом мастер-классе мы научимся с вами вязать крючком основную деталь сумки, это большой круг, также донышко сумки, ремешок для закрепления портфельного замка и длинный ремешок для ношения сумки на плече. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, а также смотрите другие мои видео по вязанию крючком сумочек и других изделий из пряжи и шнура. Материалы для вязания крючком сумки. Трикотажная пряжа, 3 мотка. В одном мотке 100 метров, 300-350 грамм. Толщина нити 7-9 мм. Крючок для вязания 6 мм и 4 мм. Из фурнитуры нам понадобится портфельный замок треугольной формы, два кольца, внешний диаметр 40 мм, внутренний диаметр 32 мм. И два прямоугольных карабина для ремешка сумки. Здесь у нас размер 20 мм. В начале вязания крючком сумки нам нужно растянуть трикотажную пряжу хорошенько. Оставляем кончик пряжи 10-15 сантиметров, делаем колечко и делаем одну воздушную петлю. Далее продолжаем, вяжем крючком в кольцо 5 столбиков с накидом. При этом кончик нити у нас должен проходить внутри стежков. Давайте посчитаем. Вместе с первой петлей у нас получается 6 стежков. Если мы потянем за кончик нити, то колечко затягивается. Закрываем первый ряд. Вводим крючок под первый горизонтальный стежок. Изнутри наружу. Затягиваем петлю на изнаночную сторону. Делаем одну воздушную петлю. Затем для начала второго ряда нам нужно сделать первый стежок. Мы вводим крючок ровно под местом соединения в стежок в виде галочки. Вытягиваем петлю вперед. И затем вытягиваем заднюю петлю через переднюю. Начиная со второго ряда мы вяжем крючком узором в стежок в виде V-образной галочки. Вводим крючок ровно в середину, смотрим, чтобы на обратной стороне крючок вышел между двумя половинками петель под перекладиной. И вяжем крючком столбик без накида. Обратите внимание, что у нас верхний стежок короткий, а нижний длинный. Затем мы вводим крючок опять в этот же стежок и провязываем еще один столбик без накида. Таким образом мы делаем прибавки по 2 столбика без накида в каждый из 6 стежков. Продолжаем вязание крючком до конца ряда. В каждый из предыдущих стежков мы делаем по 2 столбика без накида. Таким образом у нас должно получиться 12 стежков. Итак, мы сделали с вами 5 прибавок. И теперь мы делаем последнюю, шестую прибавку. Мы вводим крючок в основании первого стежка.
и делаем к нему пару, прибавку, столбик без накида. Таким образом у нас получается 6 прибавок, это 12 стежков. Закрываем второй ряд, и по окружности у нас получается 12 стежков. Формируем первый стежок третьего ряда. Ровно над местом соединения мы делаем первый стежок. Далее мы вяжем крючком третий ряд. В первый стежок мы делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание, также узором в V-образную галочку. При этом кончик нити мы прячем внутри стежков этого ряда. Во второй стежок внизу мы делаем 1 столбик без накида. И далее мы продолжаем. Из 6 пар стежков каждый первый стежок мы делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. И во второй стежок мы делаем 1 столбик без накида. Таким образом мы делаем 6 прибавок и чередуем их через один одинарный стежок. Итого по окружности у нас должно получиться 18 стежков. Мы закончили третий ряд. Последний стежок у нас это прибавка 2 столбика без накида в одно основание. Теперь мы закрываем третий ряд. Вяжем крючком четвертый ряд. Формируем первый стежок. Далее я буду отмечать петли, на которые мы делаем прибавки маркерами. Итак, в самую первую петлю у нас будет идти прибавка. Мы ее сделаем в конце ряда. Поэтому мы продолжаем со следующего стежка. В него мы вяжем 1 столбик без накида. И во второй стежок тоже 1 столбик без накида. Далее у нас идет прибавка 2 столбика без накида в одно основание. Затем опять 2 одиночных столбика без накида. Итак, мы с вами продолжаем вязать крючком 6 прибавок, и мы чередуем их через 2 одиночных стежка. Итого по окружности четвертого ряда у нас должно получиться 24 стежка.
Заканчиваем четвертый ряд, и нам нужно сделать прибавку к первому стежку. В его основание мы вяжем крючком 1 столбик без накида. Закрываем четвертый ряд, и по окружности у нас получается 24 стежка. Формируем первый стежок пятого ряда. Итак, здесь у нас 24 стежка. Я переставила маркеры для пятого ряда. Первая петля у нас сформирована. Прибавки сдвигаются левее на один стежок. Итак, следующий стежок у нас идет прибавка, затем 3 одиночных стежка, затем опять прибавка, опять 3 одиночных. И так мы делаем прибавки 6 раз через 3 одиночных стежка. Итого по окружности должно получиться 30 стежков. Начинаем вязание крючком пятого ряда. Следующий отмеченный маркером стежок мы делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Затем следующие 3 одиночных стежка. Затем опять прибавка 2 столбика без накида в одно основание. Итак, мы продолжаем, делаем 6 прибавок, чередуем их через 3 одиночных столбика без накида. Заканчиваем пятый ряд, и по окружности у нас получается 30 стежков. Мы сделали 6 прибавок, чередовали их через 3 одиночных столбика без накида. В конце ряда у нас 2 столбика без накида и в начале 1 стежок, итого тоже 3 между прибавками. Закрываем пятый ряд. Формируем первый стежок для шестого ряда. Переставляем маркеры для шестого ряда. От начала ряда у нас уже есть первый стежок, затем 2 одиночных, прибавка, затем 4 одиночных, прибавка и так далее. Мы делаем всего 6 прибавок через 4 одиночных столбика без накида. И в конце ряда мы заканчиваем 1 столбик без накида. Итак, начинаем вязание крючком шестого ряда. У нас уже есть первый стежок, затем 2 столбика без накида. Затем прибавка 2 столбика без накида в одно основание. Затем 4 столбика без накида. И затем снова прибавка 2 столбика без накида в одно основание. Итак, мы продолжаем, делаем всего 6 прибавок, и они чередуются через 4 одиночных столбика без накида. Мы заканчиваем шестой ряд. Мы сделали 6 прибавок, чередовали их через 4 одиночных столбика без накида. Закрываем шестой ряд и формируем первый стежок для седьмого ряда. По окружности у нас получается 36 стежков. Переставляем маркеры для седьмого ряда. Обратите внимание, что прибавки всегда сдвигаются левее на один стежок. Итак, в начале ряда у нас есть один стежок, затем мы делаем 4 одиночных, прибавка, 5 одиночных, прибавка и так далее. Итого мы делаем 6 прибавок через 5 одиночных столбиков без накида.
Начинаем вязание крючком 7 ряда. Первый стежок у нас уже есть. Затем мы делаем 4 столбика без накида. Далее идет первая прибавка, 2 столбика без накида в одно основание. Затем 5 столбиков без накида. Затем следующая прибавка, 2 столбика без накида в одно основание. Итак, мы продолжаем. Делаем 6 прибавок, чередуем их через 5 одиночных столбиков без накида. Заканчиваем 7 ряд. Мы сделали 6 прибавок через 5 одиночных столбиков без накида. Закрываем 7 ряд. Формируем стежок для 8 ряда. Итого по окружности 7 ряда у нас получается 42 стежка. Переставляем маркеры для 8 ряда. Сразу же в первый стежок у нас будет сделана прибавка, ее мы сделаем в конце ряда. Затем 6 одиночных столбиков без накида, прибавка, 6 одиночных, прибавка и так далее. Итого мы делаем 6 прибавок, чередуем их через 6 столбиков без накида. В начале ряда у нас уже есть первый стежок, к нему пару мы свяжем крючком в конце. Далее мы вяжем крючком 6 столбиков без накида. Затем мы делаем первую прибавку, 2 столбика без накида в одно основание. И затем опять 6 столбиков без накида. Затем следующая прибавка, 2 столбика без накида в одно основание. Итак, мы продолжаем вязать крючком до конца 8 ряда. Делаем всего 6 прибавок и чередуем их через 6 одиночных столбиков без накида. Мы закончили 8 ряд, сделали 6 прибавок через 6 столбиков без накида. И в конце ряда мы делаем прибавку к первому стежку и закрываем 8 ряд. Формируем первый стежок 9 ряда. По окружности 8 ряда у нас должно получиться 48 стежков. Переставляем маркеры для 9 ряда. От начала ряда в следующий стежок мы делаем прибавку, затем 7 столбиков без накида, прибавка, 7 столбиков без накида и так далее. Мы делаем всего 6 прибавок и чередуем их через 7 одиночных столбиков без накида. Начинаем вязание крючком 9 ряда. Первый стежок у нас уже есть. В следующий мы делаем прибавку, 2 столбика без накида в одно основание. Затем 7 столбиков без накида. Затем следующая прибавка, 2 столбика без накида в одно основание. Итак, мы продолжаем вязать крючком до конца ряда, всего 6 прибавок через 7 одиночных столбиков без накида. Заканчиваем 9 ряд. Мы сделали 6 прибавок, чередовали их через 7 одиночных столбиков без накида. И мы закрываем 9 ряд.
Формируем первый стежок 10-го ряда. По окружности у нас получается 54 стежка. Переставляем маркеры для 10-го ряда. Первый стежок у нас есть. Следующие два идут одиночные столбики без накида, прибавка, затем 8 столбиков без накида, прибавка и так далее. Мы делаем всего 6 прибавок и чередуем их через 8 одиночных столбиков без накида. Начинаем вязание крючком 10-го ряда. Первый стежок у нас есть, затем мы делаем 2 столбика без накида, затем прибавка 2 столбика без накида в одно основание, затем 8 столбиков без накида. Далее следующая прибавка 2 столбика без накида в одно основание. Итак, мы продолжаем до конца ряда, делаем всего 6 прибавок, чередуем их через 8 столбиков без накида. Заканчиваем 10-й ряд. Обратите внимание, здесь у нас 3, затем прибавка и далее идет уже по 8 между прибавками и в конце 5. Итого между первой и последней прибавкой тоже 8 столбиков без накида. Закрываем 10-й ряд и формируем первый стежок для 11-го ряда. По окружности 60 стежков. Переставляем маркеры для 11-го ряда. Первый стежок есть, затем 4 столбика без накида, прибавка, затем 9 столбиков без накида, прибавка. Итак, мы продолжаем, делаем 6 прибавок, между ними по 9 столбиков без накида. Начинаем вязание крючком 11-го ряда. Первый стежок у нас есть, далее 4 столбика без накида. Далее прибавка 2 столбика без накида в одно основание. И затем 9 столбиков без накида. Следующая прибавка 2 столбика без накида в одно основание. И далее продолжаем. Делаем всего 6 прибавок, чередуем их через 9 столбиков без накида. Заканчиваем 11-й ряд. Можно круг слегка потянуть, чтобы он принял более правильную форму. Мы сделали 6 прибавок. Между ними по 9 столбиков без накида. Итого по окружности 66 стежков. Далее ставим маркеры для 12-го ряда. От начала ряда первый стежок есть, затем 6 столбиков без накида, прибавка, затем 10 столбиков без накида, прибавка и так далее. Делаем 6 прибавок, между ними по 10 столбиков без накида. Начинаем вязание крючком 12-го ряда. Первый стежок у нас есть, затем 6 столбиков без накида.
Делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Затем 10 столбиков без накида. И следующая прибавка 2 столбика без накида в одно основание. Итак, мы продолжаем. Делаем всего 6 прибавок, между ними по 10 столбиков без накида. Мы заканчиваем 12 ряд. От начала ряда 6, затем прибавка, затем 10, прибавка и так далее. 6 прибавок, между ними по 10 столбиков без накида. Итого по окружности 72 стежка. Переставляем маркеры для 13 ряда. Первый стежок у нас есть, затем 8 столбиков без накида, прибавка, 11 столбиков без накида, прибавка, 11 столбиков без накида. И так далее. Делаем 6 прибавок, между ними по 11 столбиков без накида. И в конце у нас должно быть 2 столбика без накида. Заканчиваем 13 ряд. Мы сделали 6 прибавок. В начале 8, затем прибавка, 10, прибавка, 10, прибавка и так далее. Всего 6 прибавок, между ними по 11 столбиков без накида. Итого 78 стежков. Далее 14 ряд. Первый стежок у нас уже есть. Далее 10 столбиков без накида, прибавка, 12 столбиков без накида, прибавка. И далее продолжаем. Всего делаем 6 прибавок через 12 стежков и в конце один одиночный столбик без накида. Мы закончили, связали 14 ряд. В начале провязываем 10, прибавка, затем 12, прибавка и так далее. Через 12 стежков 6 прибавок и в конце 1 столбик без накида. Итого по окружности 84 стежка. Переставляем маркеры для 15 ряда. Здесь у нас первый стежок уже есть, и мы делаем еще 12. Затем прибавка, 13 и следующие прибавки через 13 стежков. Заканчиваем ряд двойным стежком. Мы закончили 15 ряд. От начала ряда у нас 12, прибавка. Далее 13, следующая прибавка и всего 6 прибавок, между всеми ними по 13 стежков. Итого 90 стежков. И заключительный ряд с прибавками, 16 ряд. Сразу на первый стежок у нас идет прибавка, к ней мы свяжем пару в конце. Затем 14 столбиков без накида, прибавка. Еще раз 14, следующая прибавка и все следующие прибавки через 14 стежков. Заканчиваем 16 ряд. Сделали 6 прибавок через 14 одиночных столбиков без накида. И в последний стежок мы тоже делаем прибавку. Это последняя, шестая прибавка. И мы закрываем 16 ряд. Это был у нас последний ряд круга. Мы сделали 6 прибавок через 14 одиночных стежков.
Итого по окружности 96 стежков. Давайте измерим диаметр круга. У меня получился 31 сантиметр. Далее вяжем боковины сумки. На первый стежок мы ставим маркер и далее отсчитываем в правую сторону 30 стежков. На 31 мы ставим маркер. Итого у нас между маркерами 30 стежков. Внизу 66 стежков. Первый стежок у нас уже есть. И далее мы также узором галочки вяжем крючком столбиками без накида всего 66 стежков. Продолжаем самостоятельно до конца ряда. Заканчиваем первый ряд боковины сумки. Связали 66 стежков. Теперь нитку мы не отрезаем, увеличиваем петлю и оставшуюся нитку или клубок проносим через петлю и закрываем петлю. Для вязания крючком следующего ряда нам нужно нитку перенести на начало ряда. Чтобы у нас нитка распределялась равномерно, я ее просто за рандомные стежки равномерно закрепляю на боковине сумки. Вяжем крючком второй ряд, вводим крючок в первый стежок, делаем одну воздушную петлю и затем опять вводим крючок в эту же петлю и вяжем крючком 66 столбиков без накида. При этом протяжка, которая у нас идет вдоль ряда, должна проходить внутри петель. У меня закончился первый моток пряжи, и я хотела показать вам, как присоединить новую нитку. Когда остается примерно 1 метр предыдущей нити, мы прикладываем новую нить внутри, позади ряда и провязываем крючком внутри петель. Когда у нас остается короткий кончик нити от первого мотка, мы меняем нитку и продолжаем вязание крючком новой ниткой. При этом кончик нити от первого мотка мы прячем внутри стежков.
Заканчиваем второй ряд. И в последний стежок тоже вяжем крючком столбик без накида. Точно так же, как и в первом ряду, мы делаем протяжку. Нитку не отрезаем. Через петлю протягиваем новый моток и закрываем петлю. Точно так же, как и в первом ряду, мы протягиваем кончик нити на начало ряда. И далее продолжаем вязать так еще 3 ряда, всего 5 рядов. Давайте еще раз посмотрим, как мы начинаем вязать ряд. И все последующие ряды также. Вводим крючок в первую петлю галочку, делаем воздушную петлю и затем, начиная с этой же петли, вяжем крючком 66 столбиков без накида. Мы закончили, связали крючком 5 рядов боковины сумки. Теперь мы можем отрезать кончик нити и спрячем его внутри стежков последнего ряда. Теперь точно так же вяжем крючком вторую деталь сумки. Мы связали крючком вторую деталь сумки, точно такую же, как первая. Единственное отличие здесь, что кончик нити мы не отрезаем. По окончании мы делаем одну воздушную петлю. Далее нам нужно соединить две детали сумки между собой. Вводим крючок за полупетлю первой петли и вытягиваем петлю наружу. Нитку переносим на внутреннюю сторону сумки и подаем ее изнутри. Вводим крючок в следующую петлю за боковую петлю и на второй детали тоже следующую петлю за боковую петлю. И вяжем соединительный столбик. При этом соединительные столбики мы делаем достаточно свободными, чтобы полотно не стягивалось. Итак, мы продолжаем вязать крючком и соединяем две детали сумки. Мы закончили, соединили две детали сумки. Далее я буду делать обвязку крючком верха сумки. Делаем воздушную петлю, затем по краю боковины сумки вяжем крючком столбиками без накида 6 столбиков без накида.
Теперь по верху сумки вводим крючок только за полупетли и вяжем крючком соединительными столбиками. Всего 28 стежков. Обратите внимание, что первый и последний стежок мы пропускаем. Мы закончили, связали крючком 28 стежок, и, как я и говорила, первый и последний мы пропускаем. Далее мы переходим на другую боковую часть. Здесь вяжем крючком столбиками без накида. Всего 13 столбиков без накида. Далее переходим на верхнюю часть, пропускаем один стежок и за боковые полупетли мы вяжем крючком 28 соединительных столбиков. И еще оставшиеся 6 столбиков без накида до конца ряда. Мы закончили. Кончик нити отрезаем и последний стежок закрываем. Кончик нити нужно спрятать внутри петель последнего ряда. Далее вяжем крючком планку для портфельного замка. Оставляем длинный кончик примерно 20 сантиметров, делаем узелок и затем набираем воздушные петли, 13 воздушных петель. Пропускаем первую петлю, начиная со второй петли, вяжем крючком 12 соединительных петель. В конце каждого ряда делаем одну воздушную петельку для подъема следующего ряда. Продолжаем. В следующем ряду вяжем крючком 12 соединительных петель, при этом вводим крючок за дальнюю полупетельку. И далее продолжаем.
Вяжем крючком всего 5 рядов точно так же. Мы закончили, связали крючком 5 рядов по 12 соединительных петель в каждом ряду. Отрезаем кончик нити и аккуратно прячем его внутри петель последнего ряда. Давайте измерим планку. Длина 11 сантиметров и ширина 3 сантиметра. Теперь на планку с противоположной стороны от кончика нити мы устанавливаем портфельный замочек. Давайте посмотрим, как у нас будет располагаться замок наверху сумки. Примерно вот так. С другой стороны, на задней части сумки нам нужно пришить планку к сумке. Смотрим, где у нас находится середина. И по верхней части сумки аккуратно пришиваем планку с помощью оставленного кончика нити. Далее нам нужно установить нижнюю часть портфельного замка на сумку. Смотрим, где он у нас будет располагаться, и устанавливаем его на сумку.
Далее вяжем крючком длинный ремешок. Оставляем кончик нити 20 сантиметров, делаем узелок, набираем цепочку 71 воздушная петля. Для вязания крючком первого ряда первую петлю пропускаем и, начиная со второй петли, вяжем крючком 71 соединительный столбик. В конце каждого ряда делаем одну воздушную петлю для подъема следующего ряда. Начиная со второго ряда, все ряды вяжутся крючком одинаково. За дальнюю полупетельку делаем соединительный столбик. Итак, 70 петель. Далее продолжаем, вяжем крючком всего 6 рядов. Мы закончили, связали крючком 6 рядов. Оставляем кончик нити 20 сантиметров и отрезаем нитку. В конце я сделала еще одну воздушную петлю и затем закрыла последнюю петлю и отрезала нитку. Прикладываем карабинчик впереди ремешка и затем пришиваем карабин к ремешку. Точно так же пришиваем второй карабин. Вот наш готовый ремешок. Его общая длина вместе с карабинами 80 сантиметров. И теперь прикрепляем ремешок к сумке.
Итак, наша сумка Лагуна полностью готова. Диаметр готовой сумки 31 сантиметр. Я желаю вам приятного вязания крючком. Делитесь вашими работами в инстаграме. Отмечайте мой аккаунт nitka.kz. До новых встреч!